Здравствуйте, мои любимые друзья! И я сейчас сделаю для вас диагностику негатива на вот этих картах Таро. Они очень хорошо чистят от негатива, эти карты Таро. А также у меня заговоренная свеча. Мы посмотрим, в каком состоянии сейчас находится ваша энергетика. Если вы устали, или, может быть, вам не везет, или вы просто хотите отдохнуть, это вам очень здорово поможет. А я сейчас скажу, что эта свеча очистит от негатива. Уходи зло дымом, уходи зло копотью, слезами свечи уходи. И ко мне, скажите свое имя, не возвращайся. Ваше имя – это самая лучшая мантра. Уходи зло дымом, уходи зло копотью, уходи зло слезами свечи и не возвращайся. Уходи зло дымом, уходи зло копотью, уходи зло слезами свечи и ко мне, скажите свое имя, никогда не возвращайся. Аминь. Давайте сейчас будем смотреть диагностику вашей энергии. Устройтесь так, чтобы вам ничего не мешало. Я больше чем уверена, что вы с огромной пользой для себя проводите время на моих видео. Я приготовила уже карты. И сейчас я вам дам несколько вариантов, чтобы вы могли проверить себя. Загадать можно первую карту, вторую или третью. А также можно посмотреть, например, 3 разных отдела таких в вашей жизни, как тело, физическое тело, эмоциональное можно сделать, и тело ментальное. Ментальное тело – это мысли, которые мы цепляем или не цепляем. Эмоциональное тело – это когда эмоции устали, и вот такая ситуация, тоже чиститься будем. Но физическое тело, вы сами знаете, что это. Итак, первое физическое, второе эмоциональное тело ваше, да? И третье – это ваше ментальное тело. Это я так говорю, это можно. А можно просто загадать число 1, 2 или 3. В общем, все равно информацию нужную для вас получите. Потому что слова мои каждый человек понимает чисто по-своему. Так что не сомневайтесь. То, что нужно, то вы поймете. Ну вот, я подсниму от себя, потому что для вас делаю видео. Итак, первое. Число номер 1. Число номер 2. И число номер 3. Если здесь я увижу, что на вас есть какой-то негатив, тут же есть свеча, я тут же скажу заговор на очищение. Okay? Первое число – карта башня. Это, конечно, одна из самых сложных карт в колоде Таро, карта башня. И она говорит, что иногда такое бывает, и с некоторым проиграется, что именно карта отражает ваше состояние очень четко. Она показывает, что вы недавно пережили какой-то, может, шок. Вы недавно пережили какое-то огорчение. Недавно, может, такое было, или, может, давно, просто до сих пор еще не можете в себя перейти, да. Такое было, что то, на что вы надеялись, не получилось. Вас обидели, вам перекрыли какие-то дороги, разбились какие-то мечты. Или же вы работали над чем-то профессионально, или бытовая какая-то ситуация, финансовая, не получилась. Не состоялась сделка, купля-продажа. Может быть, кто-то обманул вас из родных, из любимых, а кто-то... Здесь даже порча может быть, вплоть до родового проклятия, потому что карта башни очень сложная карта. И те, кто выбрал номер 1, я скажу сразу, что вам нужно очиститься. Очищаемся мы только ритуально. Если бы это было не так, церковь бы не стояла веками, и не было бы столько миллионов верующих людей во всех странах. Я делаю только белую церковную магию. Вы понимаете, что если бы это было неправда, никакая церковь больше бы не стояла. То есть, что делает магия?
Она очищает от грехов. Так как сказал Христос. Только по вере ваше будет вам дано, и все. Ну и нужно сказать молитву. Заговор, кстати, это по-народному молитва. И поверите, все. Я сейчас посмотрю, как легко вы очиститесь. Но это туз чаш. Этот расклад вас очистит полностью. Полностью. Вот видите, карта башня перекрывается тузом чаш. А туз чаш – это новая любовь, это новые силы, это новое счастье, это исполнение всех желаний, это новое ощущение себя. Вот так раз, и сразу высшие силы показали вам эту диагностику. Так что давайте повторяйте за мной заговор. Нужно войти в состояние. Войдите в состояние. Можно прикрыть глаза или смотреть на экран, так как вам удобнее. И это чужое зло. Я сейчас скажу одно. Чужое зло ко мне, скажите свое имя, не пристанет, стороной обойдет. Я вам даю самый простой заговор, самый простой и самый настоящий. Он очень дельный, он работает. Итак, скажем еще 2 раза. Чужое зло ко мне не пристанет, стороной обойдет. Там, где ко мне, скажите свое имя, это будет ваша мантра. Чужое зло ко мне, скажите ваше имя, не пристанет, стороной обойдет. Да будет так, аминь. Потому что я здесь вижу чужое зло. Но высшие силы уже очистили, и мы еще сказали заговор, чтобы закрепить. Хорошо. Кто загадал 2, или вы продолжаете смотреть, но уже по другим параметрам, вы меня поняли. Это король чаш. Здесь вас спас архангел Михаил, архангел Рафаил, или же спас кто-то из родни. Это хранители рода. Это уже отмолили вас, уже вас очистили. Высшие силы уже вам помогли. Здесь может быть кто-то из родни, кто вас очень любит. Это может быть ушедший родной, кто у престола Всевышнего, и хранитель рода называется, кто за вас молится, петицию делает. Вы очистились. Или вы здесь загадали просто какую-то свою ситуацию, может быть, по здоровью, сейчас это очень актуально, да? Или же любая другая сфера, может быть, чувствуете на себе какой-то сглаз, порчу, или даже родовое проклятие, если было. Вы очистились. Это карта полного очищения. На вас негатива именно вот по этому 2 параметру, который вы выбрали, абсолютно никакого нет, не сомневайтесь. Никакого негатива на вас нет. Так, 3 параметр. Вот эта карта, 3 параметр. Ну что ж, это паж меча. Так что я здесь вижу, это враг какой-то проявился, да? Это может быть враг видимый или невидимый. Это может быть внутренний враг, когда вы с собой в раздоре, когда вы привыкли себя ругать, критиковать, когда вы имеете плохую диету, это первый негатив. Это бесы лишней и бесы вредной еды могут быть здесь. Это ваше внутреннее состояние. Это может быть алкоголь у кого-то. Это может быть у кого-то, вы знаете, позиция жертвы. Вы себя вот этим мечом сами и раните. Это одна ситуация. Но еще может быть внешний враг. Это еще страшнее, наверное, да? Хотя внутренних врагов победить, это все только от вас зависит. Понимаете? Внешних врагов мы убираем магией. Внутренних врагов вы убираете сами при помощи магии, когда вам ангелы помогают выстоять это первое трудное время, когда вы сами себя преображаете изнутри. Но принцесса меча или паж меча – это хлопоты так называемых друзей, кто вам на самом деле враги. Это могут быть враги чуть ли не до домашних или же внешние враги. Кто-то, кто называет себя другом, и кто-то, кто вам вредит. Завидуют. Завистники – это на самом деле те люди, которые верят в нас, потому что даже когда мы теряем в себе веру, они завидуют. Почему? Потому что знают, что у нас все самое лучшее. Так что не бойтесь завистников. Это могут быть люди, которые
распускают о вас слухи, нехорошие люди, вымогатели такие, да, которые постоянно от вас что-то требуют. Но это такие люди. От них нужно защищаться вам. Это враги, это настоящие враги. Ведь внутренние враги тоже настоящие и внешние настоящие. У кого-то это будут только внутренние враги, у кого-то внешние. Как я сказала, друзья, знакомые, коллеги, из семьи кто-то, из семьи вашего мужчины. В общем, есть кто-то, хотя бы один человек, который просто может даже до заказа у колдунов, причем неумелого заказа, или сам какую-то грязь сделал. Но сейчас же столько этой грязной информации кругом, можно и саму такую суррогатную что-то сделать, да. Потому что паж-то неумелый вот такой колдун, ну это все равно очень плохо, да. Так что или внешний, или внутренний враг, но враг здесь есть, его нужно убрать, от него нужно освободиться, чтобы он с дороги ушел. И я сейчас скажу заговор, чтобы враг ушел с дороги. Я вначале возьму карту, которая скажет, как легко будет такого врага убрать с дороги. Девятка жезлов, очень легко. Знаете почему? Ну, это не то, что нам с вами легко, но высшие силы, они напряглись, чтобы вам помочь. Посмотрите, какой здесь молодец, мускулистый, видите? Это девятка жезлов. Это тоже ангел, который воин. Это ангел-воин, который все сейчас небесные силы просит, чтобы вам помочь. Это ангел-воин, очень мощная карта. И она говорит, что врагов будет легко убрать с моим заговором, с вашей верой и с победой и помощью высших сил. Высшая сила – это как Творец, как Бог когда-то называли. Но это то же самое. То есть вот этих врагов можно будет убрать. Высшие силы сподвигли меня сейчас сказать заговор для того, чтобы убрать с вашей дороги врагов, внутренних или внешних. И сейчас небесные силы присоединились. Это архангелы и небесные силы, также это ангелы-хранители. У вас есть хотя бы один ангел, вот такой воин, он такой мускулистый очень. Мужского типа воин, ангел, который вас сейчас защищает от врагов. Все, что вам нужно сделать, это довериться и сказать свое имя, когда я скажу. Это все, что нужно сделать. А работу я проведу. Можно прикрыть глаза, можно смотреть на пламя. Здесь пламя видно, да. Сейчас я призываю высшие силы на защиту всех тех, кто меня сейчас слышит. И говорю, уходи, дорогу освободи. Это мы обращаемся к врагам, да. Уходи, дорогу освободи. Скажите вместе со мной, уходи, дорогу освободи. Тебе дорога дальняя, мне жизнь спокойная. Представьте себе своего врага, ангельская сила и мой заговор, и вы, мы троекратно соединяемся. Уходи, мне, скажите свое время, дорогу освободи. Тебе дорога дальняя, это врагу дорога дальняя. Тебе дорога дальняя, мне жизнь спокойная. Уходи, дорогу освободи. Тебе дорога дальняя, мне жизнь спокойная. Да будет так во веки вечные. Аминь. А я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, сейчас ваше время, когда вы смотрите видео, от любого негатива, порчи, сглаза и даже родового проклятия. Благодарю, благодарю, благодарю. Да будет так во веки вечные. Аминь. И я знаю, что мы с вами еще обязательно увидимся. И вы в компании ангелов, а также в компании целителя в моем лице. И у вас все будет просто замечательно. И мы с вами будем видеться. Всем добра и любви.